Когда сотрудники добровольной группы спасения в первый раз заметили этого огромного рыжего уличного кота, они были уверены, что перед ними стоит обычная, ничем не примечательная задача, к каким они давно привыкли. Но все изменилось в тот момент, когда кот приоткрыл рот и издал звук, который потряс всех, кто находился рядом. Ни мяуканье, ни хрип, ни крик. Что-то странное, прерывистое, грубое, почти человеческое. Эмилия, женщина, жившая на окраине тихого городка Лейквью в штате Колорадо, увидела его первой. Огромный рыжий комок шерсти медленно вышел из-за кустов возле ее дома, останавливаясь на каждой ступеньке, будто каждое движение давалось ему с трудом, и когда он поднял на нее большие зеленые глаза и попытался мяукнуть, Эмилия замерла, потому что услышала нечто такое, чего никогда раньше не слышала от животных. Она позвала своего супруга, Тревора, чтобы он тоже услышал этот невероятный звук, и они стояли вдвоем, не зная, что сказать, наблюдая за тем, как рыжий гигант будто пытается произнести слова. Эмилия начала оставлять для него миски с едой и водой, а кот вскоре выбрал себе укрытие под старым сараем, расположенным в дальнем углу их участка. Он никуда не уходил, будто чувствовал, что здесь, наконец, есть место, где его не прогонят. Его рыжая шерсть была густо покрыта шрамами, запекшимися следами старых драк. Его тело казалось слишком массивным для того, кто столько лет жил на улице, а взгляд, несмотря на усталость, был необычайно мягким. Было в нем что-то такое, что заставляло людей останавливаться и смотреть. Уличные коты обычно пугливы и незаметны, но этот, которого Эмилия назвала Максом, был словно создан для того, чтобы его обнимали. Но самой необычной его чертой оставался голос. Тот самый хриплый, грубый, рваный звук, который он издавал каждый раз, когда пытался привлечь внимание. Эмилия была уверена, если он так настойчиво ищет общение, то ему обязательно нужно найти настоящий дом. Она начала звонить по приютам в окрестностях, однако каждый раз получала один и тот же ответ. Мест нет, все переполнены, а взрослого уличного кота с непонятным прошлым и, возможно, особыми потребностями взять вряд ли кто-то решится. Макс оставался на их заднем дворе, а Эмилия каждый день с тревогой наблюдала за ним. В один из дней она заметила, что кот выглядит намного хуже. Его шерсть стала тусклой, взгляд ослаб, а тело казалось почти хрупким. Тот самый кот, который всегда подходил к ней с головой вперед, чтобы потереться об руку, теперь едва поднимался. Сердце Эмилии сжалось. Он страдал. Понимая, что ждать больше нельзя, она осторожно накрыла его одеялом, посадила в переноску и повезла в небольшой спасательный центр в соседнем городке Риджвей, одно из немногих мест, куда они еще не обращались. Центр был маленьким и работал почти на энтузиазме волонтеров, а возможности его были ограничены, но здесь Максу могли дать временный уход и безопасность. После первых же анализов сотрудники поняли — Максу требуется серьезная медицинская помощь. Результаты подтвердили положительный тест на вирус иммунодефицита кошек, FIV, который нередко встречается у животных, переживших тяжелые уличные условия. Его тело было полно старых и свежих шрамов. Одни — толстые и грубые, другие — побледневшие, словно карта его долгих лет борьбы за выживание. Его зубы оказались в ужасающем состоянии, многие разрушены, воспалены, причиняют боль при каждом движении челюсти. А болезнь мочевого пузыря, которая, вероятно, мучила его месяцами, лишь усугубляла страдания. И все же, несмотря на боль, Макс оставался удивительно мягким и дружелюбным. Хотя он провел почти всю жизнь на улице, он нисколько не боялся людей. Напротив, он тянулся к ним, словно всегда мечтал о чьей-то заботе. Каждый раз, когда сотрудник приюта подходил к его вольеру, кот спешил подняться и встретить его своим особым хриплым «мяу», которое звучало как попытка произнести «эй».
Но маленький центр не мог обеспечить всего необходимого лечения. Они едва справлялись с повседневными расходами. Поэтому волонтеры связались с организацией Safe Tail в городе Боулдер, которая иногда принимала животных с тяжелыми случаями. Услышав историю гигантского рыжего кота, пытающегося разговаривать, специалист по развитию Safe Tail, Морен, не смогла отказать. Она хотела увидеть этого кота лично и убедиться, что он действительно издает почти человеческие звуки. Вскоре Макса перевезли в Боулдер, где ему, наконец, оказали всестороннюю медицинскую помощь. Его кастрировали, пролечили мочевую систему и провели срочную стоматологическую операцию, удалив зубы, которые причиняли ему постоянную мучительную боль. После нескольких недель лечения кот начал заметно поправляться, а вместе с улучшением состояния увеличилась и его разговорчивость. Он издавал целую гамму звуков, от писков и чириканья до низких, почти словесных рычаний. Сотрудники не могли наслушаться его странных разговоров и часто смеялись, говоря, что Макс как будто пытается обсудить новости дня. Несмотря на все улучшения, все понимали, что найти для такого кота дом будет непросто. Он был старше большинства животных, часто заболевает из-за ФИВ, не может жить с другими кошками и требует регулярного ветеринарного контроля. Но однажды случилось то, что все изменило. Одна из волонтерок по имени Киара пришла проведать Макса и услышала, как он на ее приветствие в ответ произнес звук, который прозвучал почти как слово «хай». Девушка остолбенела, замерла, прислушалась, и кот снова издал почти четкое «хай». Сотрудники начали записывать эти моменты, и сомнений больше не оставалось. Макс действительно как будто пытался подражать человеческой речи. Они выложили ролики в соцсетях, и тысячи людей влюбились в этого рыжего гиганта, который, несмотря на тяжелую судьбу, сохранил удивительное желание общаться. Среди тех, кто увидел эти записи, была женщина по имени Нора. Тихая, доброжелательная жительница Колорадо-Спрингс, давно ищущая возможность подарить дом особенному животному. Недавно она потеряла своего кота, и дом казался ей слишком пустым. Когда она услышала голос Макса, ее сердце дрогнуло. Казалось, что он разговаривает именно с ней. Нора связалась с Safe Tail и вскоре приехала навстречу. Она нервничала, но стоило ей войти в помещение, где отдыхал Макс, как кот медленно поднялся, посмотрел ей прямо в глаза и произнес свое мягкое, хрипловатое «хай». Нора присела рядом, протянула руку, и кот мягко ударил ее лбом, затем прижался всем своим тяжелым, теплым телом, словно хотел сказать «ты пришла». Она поняла в тот же момент. Он ее. И она его. Сотрудники улыбались. Они никогда не видели, чтобы Макс так быстро реагировал на незнакомого человека. Нора со слезами произнесла «Я хочу его забрать». Документы оформили в тот же день, и уже вечером Макс ехал в свой новый дом. Нора приготовила для него все, что могла. Мягкие кроватки, игрушки, лакомства, но Макса интересовало только одно — быть рядом с ней. Он следовал за ней из комнаты в комнату, непрерывно разговаривая, словно рассказывал ей свою историю. По утрам он особенно любил подходить к ней, вытягивать шею и говорить свое знаменитое «хай», от которого Нора каждый раз улыбалась. Макс освоился мгновенно, будто всю жизнь ждал именно этого места, этих рук, этого голоса. Его шрамы больше не означали боль, они стали частью его уникальности, частью того, кем он был. Нора часто шептала ему «Ты мой особенный мальчик». И Макс, словно понимая, тихо отвечал ей тем самым невероятным «хай». Потому что любовь не смотрит на возраст, болезни или прошлое. Любви нужен лишь шанс. И огромный рыжий кот по имени Макс наконец его получил. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях.
А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.